Дом, который запрещено строить. Нет, это никакая не шутка. Вас реально могут забанить, если вы будете слишком сильно жестить с тем, что вы сегодня узнаете. По своей сути, это обычный дом, но в нем очень много секретов. Можно даже сказать, что это в какой-то степени ловушка. Ловушка, которая делает тебя неуязвимым для других игроков. Здесь даже отстрелы есть. Но такой он здесь не просто так. Когда ты строишь такие дома, одним из важнейших аспектов является то, чтобы твой дом не боялись. Вот, посмотрите, издалека даже не видно, что там есть хоть какой-то отстрел. И скосить пару типчиков даже на начальном этапе не составит труда. Вы спросите, и за что тут банить? Пока что не за что, но скоро вы все поймете. Сначала я покажу вам этот дом в действии. Да, это будут моменты с моего выживания. Далее я проведу полный обзор дома, и вы узнаете обо всех его фишках и особенностях. После чего вы увидите полное поэтапное строительство от меня и сможете повторить мой опыт в своем выживании. Помните, что с большой силой приходит большая ответственность. И за то, что вы такой молодой, красивый и неуязвимый сидите в текстуре, вас могут забанить. Поэтому я бы не рекомендовал строить этот дом на ваших мейн-серверах, если вы прям жестко планируете юзать эту фишку. А если все же вы такой бесстрашный, то хотя бы не палитесь. Всякие длинные пушки типа берданки на глушаке достаточно сильно выглядывают из текстуры. Поэтому либо из рук их убирайте, когда сидите, или смотрите чуть ниже. Ну и как бы да, фейспанчи уже пытались это фиксить, поэтому чтобы спокойно наносить другим игрокам урон через текстуры, вам обязательно нужно поставить диван именно так, как показываю я в ролике. И если вы сделаете все правильно, то насаживать таких типчиков на двушку не составит труда. В любом случае, я уверен, вы с кайфом проведете время. А теперь давайте посмотрим на этот дом изнутри. Как всегда, не забудь поддержать мой ролик лайком, потому что для меня это очень важно. Необычные моменты, куда сразу цепляется глаз, встречаются с самого начала. Это место далеко не для турельки. Сразу за первой дверью 2 гантрапа, снизу место спавна и диван. Как только вы на него сели, считайте, вы неуязвимы. Вас убить очень сложно. А если не хотите оставлять дверь открытой, закрыть ее можно даже не вставая. Ну а за соло-дверью нас встречает опенкор для бедных. Просто по сути ты стоишь на одном квадрате и вокруг тебя располагается абсолютно все, что тебе может пригодиться. Печки, сундуки, верстаки и так далее. Даже ходить никуда не нужно. Шкаф в этом доме не лутаемый и находится он в этом месте. Обслуживание у него сущие копейки. Вот как бы и весь дом, ну по крайней мере первый этаж. А что там на втором? А на втором этаже у нас вот такие вот почти незаметные пики. С помощью костра даже можно регулировать, насколько сильно ты вылезаешь. Любителям контролить переработчик, я думаю, понравится дом. Также у нас здесь располагается дополнительное место спавна, ну кровати в любом доме важны, а также сундуки. Почему сундуки? Потому что локер сюда тупо не влезает. И в этих сундуках, по идее, шприцы, там пушки какие-то и так далее. Вот, собственно, и весь отстрел. Больше здесь смотреть не на что. Ну и даже в таком доме я не смог не запихнуть бункер. Можно даже сказать, что это скрытый бункер от кланов. Ладно, я думаю, от клана он, конечно, тебя не защитит, но неудобство он рейдерам точно доставит. Чтобы его открыть, вы просто должны взять свой орешек в руки и сломать вот эту полустенку. Потолок над вами демолишнится, и вы сможете выбраться из бункера. Ну а чтобы пока бункер открыт, вам было удобно передвигаться, можно просто поставить такой вот треугольник. Лично я всегда держу этот бункер открытый и закрываю его только на ночь. Вам, кстати, также советую делать, только если у вас нет дофига лута. Вот как бы и весь домик, а как его строить, я покажу вам прямо сейчас. Прям с билдой отходим назад до тех пор, пока не станут фундаменты синие. Далее вам нужно поставить 3 низких фундамента, но не настолько низкие, как вы могли подумать. Самое главное, проверьте, чтобы визуально спальник помещался под фундамент. А потом, как всегда, можете сразу наметить будущий план фундаментов дома. Это его конечный футпринт, и больше ничего пристраивать не нужно. Поначалу, конечно же, можете делать все из камня, но потом обязательно металл, особенно фундаменты. Далее ставим стенки и устанавливаем шкаф в дальний угол. К шкафу устанавливаем оконный проем, полку, сундуки, печки, и можно все закрывать. Это и будет ваша стартовая кибитка. Если хотите, даже спальник можно сюда поставить, но я обычно на улице его кидаю. Тут просто выбор, или ты ставишь спальник, или добавляешь вторую печку. Я выбираю обычно вторую печку. Немного подкопили ресов, идем расширяться. Делайте все так, как делаю я на видео, чтобы у вас точно все получилось. Например, дальние стенки важно поставить именно сейчас, чтобы потом у вас была возможность поставить треугольник для удобного перемещения. Ну а так, в целом, в принципе, ничего сложного, просто застраиваем первый этаж и занимаемся плотным первоначальным выживанием.
тут как бы смотрите, с этой стороны у нас будет в будущем выход на второй этаж. Я в своих выживаниях не парился и просто оставлял дырку, закрывая ее обычной дверью. Но если вы захотите использовать первый этаж полностью, то застраиваете тот потолочек в дерево. Я показываю то, как строю я, поэтому я ее не стал застраивать. Также сейчас вы можете наглядно наблюдать всю мою расстановку домовой утвари. Если вы сделаете так же, то вам понравится домом пользоваться. Мне было очень удобно. Также обратите внимание, что аэрлока как такового в этом доме нету. Поэтому либо ставьте на выход дверь с окошком, либо перед выходом открывайте двойные двери. Ну а так, в принципе, первый этаж мы полностью закончили и теперь приступаем к застройке уже второго этажа, он же отстрел. Ничего сложного, если понять механику, как здесь все стоит. Симметрично стоят бортики, симметрично стоят и полустенки. Потом на каждую полустенку мы добавляем по треугольнику. Но не спешите ставить бортик посередине, к нему мы вернемся чуть позже. Сундуки в этом месте я советую ставить именно на рампу. Если спросите зачем, то это для того, чтобы нельзя было пристроиться и сломать ваши сундуки. А даже если вам их каким-то способом сломают выстыкать, залутать их не получится. Ну и да, крыша, как видите, ставится очень тупо, очень муторно, но главное ставится. Теперь смотрите, ставим сюда такую деревяшку и выживаем с ней до тех пор, пока у вас не появится кровать. Как только захотите поставить кровать, улучшаем в камень, разворачиваем твердой стороной внутрь, и только в таком случае у вас получится поставить кровати. Потом этот бортик можно развернуть обратно. Если кровати вам сломают, то улучшаете тот бортик в металл и повторяете процедуру. Вот как бы и все. Надеюсь, было понятно. Осталось вам самые важные прикольчики показать, а именно установка дивана. Ах да, диван, кстати, покупать надо. Его, конечно, и в Twitch дропе давали, но мало ли у вас его нет. В разделе общие он стоит 163 рубля. Эта цена актуальна на сегодня, может подорожает. Вообще, если ты живешь в России и не знаешь, как тебе денег на Steam закинуть, то в закрепе я оставлю ссылку на типа, через которого я пополняю Steam. Магазин Дико Раст. Я, кстати, уже около года его услугами пользуюсь. Это, если что, не реклама, мне за нее не заплатили. Как поставили этот злосчастный диван, обязательно поставьте своего тиммейта и проверьте, что урон по нему проходит. А то после ролика «Держи двери» годичной давности как бы фиксили эту штуку таким способом. И если вы диван поставите не так, как у меня, то получается, что вы стрелять будете, но урон проходить не будет. А у меня как бы да, как видите, все работает.